Здравствуйте. Сегодня в студии пресс-центра Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Екатерина Белявская, художница, и Вадим Чачин, журналист. Здравствуйте. Здравствуйте. Это люди, которые известны в арт-среде и в среде фэшн-индустрии как неутомимые борцы с реальностью. Борцы с реальностью, да. И люди, которые придумали вот последнюю акцию с рукавицами и шоколадкой «Мишка на севере», чтобы поддержать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Так, я все да, это мы. Расскажите про вас немножко. Вот как все это начиналось, и как вы придумали этим заниматься более-менее постоянно, как вы попали в конкурс «Рисуем суд»? Ну, я сидела на работе, было лето, мне было нечего делать, мне надо было быстро сориентировать внимание с проблем моей личной жизни на что-то еще. Я получила просто e-mail о том, что проводится этот конкурс, я пошла на этот конкурс и все. И увидела людей в аквариуме, а я очень не люблю животных за решеткой, людей в аквариумах, но это как бы не их естественная среда обитания. Все. Вы сидели на работе где? Чем вы занимались? Я снимала детскую программу. То есть на телевидении? Да. То есть как автор? Да. Угу. Художник, постановщик, автор программы детской, собственно, образовательной. А когда занимаешься историей, то уже на 90-й программе понимаешь, что люди не должны сидеть в аквариумах, и как-то с каждой потом все острее это чувствуешь. Потому что именно изучение истории и России, и мира приводит к тому, что, ну, такое уже было, и сейчас смысл в том, чтобы, если ты видишь, что что-то неправильно, ты должен об этом заявить, иначе потом очень стыдно будет. Это около 1000 варежек и шоколадок с изображением Михаила Борисовича Ходорковского. Тогда расскажите подробнее и покажите, если можно. Да. Вот, мы прислали вот такие вот прекрасные пакеты. Такие вот прекрасные пакеты. В них лежали вот такие прекрасные варежки. Здесь подпись Михаила Борисовича. Вот такая прекрасная. А Михаил Борисович, к слову, не освоил профессию швеи, к чему основная его претензия. Вот, мы просто решили немножко вот эту тему обыграть и помочь ему. Да, так как он в цехе упаковки, это и упаковано. Да, это шили какие-то люди, освоившие профессию швеи, примерно там же, где ее не освоил Михаил Борисович. Да. А нам вот оставалось только заказать эти варежки, собственно, в нужном количестве. Это те самые варежки, которые шьют как раз в колонии. А вот это шоколад со вкусом политики. Горький шоколад. Самый горький шоколад. Вот такой вот Мишка на севере. Потому что нам все говорили, что бла-бла-бла, страшно, страшно, страшно. Мы сделали такой календарь «Страх 2010». Вот. Здесь вот укладчица, все как у взрослых. Такие так, что сюда входит? Соответственно, в чем смысл этого календаря? Понятно, это чтобы людям было легче бороться со страхом. И, например, чем ну вот, например, вот вы в феврале идете куда-то, вот вы идете куда-то в госучреждение, они почему-то всех тоже пугают. Мы любим всех, мы не понимаем, почему люди боятся, но вот вы случайно не с Гоа приехали? Я с Бали приехала, да. Ну, понятно, просто вы все знаете, я до этого тоже ощущение, что вы сидели на берегу океана и медитировали. Да, я сидела на большую любовь. Да, ну, понимаете, я как-то уехала туда. Я тоже всех любила. Алешенька Карамазов говорил, что легко любить всех, очень трудно любить каждого. Любить каждого. Да, вот но с этим проблема в том, что сложность. С Лешенькой Карамазовым было полегче, чем с нами. Тогда рассказывайте. Вот, ну вот вы не понимаете что-то, а у вас календарик лежит, например, на февраль, вот так вот. Вы вынете его, прочтите, нет ничего страшнее самого страха, Фрэнсис Бэкон. Поймете, ага. Умные люди, хорошие мысли. Да, вот, и, собственно, бац. А потом можете, если что, если вы в изысканном обществе, например, вращаетесь, у меня такое часто бывает, и то, что вы им говорите своим спокойным языком, они не понимают. Вам надо как-то сослаться на известный бренд. Это хоп! Кто в страхе живет, тот и гибнет от страха. Леонардо да Винчи, все уже говорят, Хорошо. К вам двоим вопрос. Как вы воспринимаете дело ЮКОСа и людей, которые сидят в аквариуме в Хамовическом суде? Когда у Кати начала ходить в суд рисовать, и вот, то есть она мне начала рассказывать и про аквариумы, про судью, и вообще про все, что там происходит. И вас это заинтересовало? Нет, его это бесило.
Мне сначала мне было просто как-то, я не понимал, что конкретно там происходит, что ей там так нравится. Вот, потом как бы я выяснил, что на самом деле процесс довольно интересный. Вникли. Ваше впечатление обо всех участниках основных этого процесса? А вот мне не жалко, я еще раз говорю, все опять будут меня кричать на меня, а мне не жалко Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Они очень красивые, очень мужественные, очень сильные люди. Они великолепно выглядят. Я не могу испытывать к ним чувство жалости. Мне жалко, что они там. Я думаю, жалко Вадим... их упущенные возможности просто. Да, то есть как бы жалко, что их не используют по назначению. То есть вам жаль, что с ними, с успешными людьми, что-то такое Да, произошло да. в этом смысле? А по-человечески жалко мне прокуроров, потому что людей, которые вот таких людей меня с детства учили жалеть. Мой папа журналист, моя мама патентный поверенный. И как бы меня приучили к тому, что надо хорошо работать и жалеть таких вот людей. Вот таких людей их надо жалеть. Вот ваше окружение, ваши знакомые там... Не знали, только от меня. Только от вас. Да. То есть много лет там они не знали. Так и я не знала, что идет суд. Я же тоже пока не получила имейл, не знала, что идет суд. И до сих пор мы общаемся. Да, есть факт, что мы говорим своим друзьям эти имена, Ходорковский, Лебедев. Они говорят: ух ты, а вы что, в Читу ездили? Мы говорим: Да. нет, они в Москве. Правда? И что, просто можно войти и посмотреть? Можно войти и посмотреть. Я не знаю, какие у них отношения, потому что я еще раз повторюсь, об этом никто не знает. То есть Как те только несколько рассказываем. человек, которым там, или несколько десятков человек, которым я рассказал, они, естественно, интересовались, потому что я этим занимаюсь, значит, в принципе, я что-то интересное нашел для себя. Как и все остальные, они даже не хотят об этом знать. Вы что считаете, мы смотрим телевизор? Мы не смотрим У меня нет телевизор. телевизора. У нас есть один канал 2 на 2. Все. Ага. Даже если есть понятно, телевизор. Там об этом не скажут. Ну, пока. Скоро Так. скажут. Вот теперь давайте ближе к той акции, которой вы сейчас вплотную занимаетесь. С шоколадками и с варежками. Как она возникла и как вы выбирали людей, которым вы захотели прислать это все и для чего? Как возникло? Это было твое предложение. Понятно, что вы очень любезны друг к другу, но тем не менее, давайте... Ну, просто мы хотели обратить внимание некого количества людей, которых мы выбрали исключительно по принципу, нравятся они нам или нет, то есть не то, как они относятся к этому процессу, потому что как бы... Трендсеттеров. Люди, на чье мнение мы бы с Вадимом, в первую очередь, обратили внимание. Сколько человек получили ваши подарки? Ну, почти вся... Ну, наверное, 600 ты уже получила, да. Более 500. Ну, рассылка еще рассылка идет, потому что процесс. это огромная рассылка. Только по Москве? Да, только по Москве. Мы рассылали по некому количеству журналистов. То есть по издательским домам. Это газеты исключительно... какие? Ведомости, там, еще какие? Перечислить можете? Допустим, там Moscow Times тот же, журнал Esquire, это что касается дома Independent. Вот, то есть я даже некоторых выбирал исключительно, потому нравится мне имя или нет. И это работало. Потому и что, срабатывало. А в чем это выражалось, что это срабатывало? А перезванивают.